Женщина в новом году. Кто же она? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, вы человек, который, сказать, что был период, когда был какой-то хаос в вашей жизни, это ничего не сказать. То есть это может быть связано и с какими-то проблемами в личной жизни. Сюда можно отнести и проблемы по работе, в деньгах. Знаете, вот какой-то период неудач, период черной полосы. У кого-то на сегодняшний день может проигрываться такая ситуация. У многих может показать это работу. Хаос в голове может быть, потому что, реально не знаешь, что делать, куда пойти, куда податься, как выживать, да, потому что могут быть у кого-то из вас и финансовые проблемы, либо же вы прошли, как я сказала, уже этот этап. Здесь мне показано, да, вот эта карта, я не очень ее люблю, она, в принципе, сама за себя говорит, то есть многие из вас... получили нож в спину от своей женщины, да, вот в виде вот таких вот больших и ветвистых. Поэтому и был еще из-за этого хаос в душе, потому что не могли понять, что делать, как жить дальше. Да, вот я все для нее, а она вот такое учудила. Кто-то из вас сейчас, возможно, проходит какое-то обучение, либо же повышение квалификации, либо же вы планируете в ближайшее время, может быть, на какие-то курсы, кто-то, там, я не знаю, может быть, на второе высшее хочет поступать. Вы человек, который, знаете, в общем-то, вы полны энергии, но вы не будете совершать какие-то необдуманные поступки, импульсивные. Хоть вы и такой живчик, довольно энергичный, горячий такой человек, но то, что касается каких-то серьезных принятий решений, все равно вы обдумаете, вы сознательно остановите сами себя, да, вот коня своего на скаку остановите и хорошенечко взвесите все за и против. Так было всегда, везде и со всеми, потому что вы отвечаете за свои поступки, вы знаете, что если вы что-то сделаете, не обдумав, не приняв хорошего такого взвешенного решения, потом можете пострадать от последствий не только вы, а может быть и другие люди. Давайте как раз сделаем маленький такой опрос по этому поводу. Напишите, вот вы всегда обдумываете какие-то важные принятия решений, либо же вы, руководствуетесь интуицией, как-то спонтанно, на ходу, может быть, вы сразу же там за секунду принимаете решение. Хотя, в принципе, бывают такие ситуации, не дай бог, конечно, попадать в такие ситуации, что приходится кому-то, особенно, может быть, кто связан с армией, там, где горячо, то, я думаю, там приходится, может быть, и за секунду принимать решение чисто интуитивно, потому что опасность. Что еще о вас поведают? Пережили в своей жизни дикую боль. Это опять же у нас уже не единожды показывало сигнификации. Кто-то сейчас может находиться в таком, просто убитом, в добитом состоянии, либо же уже вы из него выкарабкались. И те ребята, которые выкарабкались, в общем-то, вы начали оживать, хоть это и был такой длительный период, начали оживать и даже научились получать, какое-то удовольствие от одиночества, если можно это так назвать. Вы человек страстный, вы человек ревнивый, вы человек именно действий, не слов. Вы всегда свое отношение к людям показываете именно поступками, действиями. И это очень здорово. Потому что, знаете, умные люди, они всегда смотрят на поступки. А слова бла-бла-бла, это можно все что угодно наговорить, а главное действия. Поэтому у вас это, на высоте, и с этим все в порядке. Вы человек, который
который любит все держать под своим контролем. Это не говорит о какой-то вашей там властности, но это такая, может быть, даже хозяйская жилка, когда вы действительно мужчина, вот голова в семье, да, вы принимаете по жизни и серьезные решения, ну, если это касательно семьи, да, вот когда вы были, допустим, в семье. Если сейчас вы даже один, то все равно у вас есть, может быть, какие-то родственники, друзья, да, и вот вы как будто принимаете даже решения и за этих своих родственников, да, то есть они вас держат, ну, такого за главенства в своей семье. Вы человек, который имеет, в общем-то, лидерские качества, очень неплохо умеете и управлять людьми, советовать, что-то рассказывать, пояснять, то есть у вас вот эта ораторская жилка очень неплохо развита. Ну, а женщин, конечно же, ну, в большинстве своем, я не вижу вот сигнификации, мне не показано, что ваше прям сердечко занято. Я понимаю, что это общий расклад, и вы все прекрасно понимаете, но это говорит о том, что у большинства из вас сердечко на сегодняшний день свободно. И даже если вы с кем-то познакомились уже, либо же вы с кем-то живете, значит, эта женщина еще ну, так глубоко не вошла в вашу душу, в ваше сердце. Если же вы живете уже давно с женщиной, это говорит о том, что любовь здесь больше не живет. И печалька. Давайте-ка смотреть, что же у вас будет за женщина в новом году. Какой же сюрприз вам подарит Новый год. Ух ты! У вас появится новая любимая женщина. Вы посмотрите, сразу же у нас вышла королева кубков. То есть это знакомство будет очень такое спонтанное. У кого-то даже может проиграться, что это знакомство будет в дороге. Это не обязательно там в автобусе, в троллейбусе. Это может быть, даже если вы, допустим, пешком ходите на работу, там в магазин, куда угодно. Вы можете, ну, то есть по дороге куда-то, либо же там с работы, ну, откуда угодно, вы можете познакомиться с этой женщиной. Она, в принципе, ну, такая плюс-минус, она больше моложавая, да, я думаю, до среднего возраста, темноволосая, волосы, ну, такой средней длины. Женщина, которая очень такая, знаете, теплая, очень душевная, очень интересный собеседник. В ней нет ни капли наглости. Вот то, чего сейчас хоть отбавляю у многих женщин, вы сами это прекрасно знаете, какая-то грубость, хамство, резкость такая вот, да, которые сами на вас вешаются. Вот эта женщина, но она как будто не с мира, не от мира сего, да, вот, потому что, ну, таких вот искренних людей очень и очень мало. Поэтому я всегда говорю, что когда вам встречаются такие классные, искренние люди, и вы это понимаете, вы, ну, должны держаться руками и ногами, наверное, за таких людей, потому не обязательно женщин, друзья, если вам попадаются хорошие, кто угодно, то, ну, жизнь, к сожалению, очень редко подбрасывает таких людей. С ней будет интересно, с ней будет весело. Ощущение, что вы вот с ней, ну, настолько вот как-то на одной волне. Вы очень быстро, очень легко найдете общий язык. Не нужно будет искать какие-то темы для коммуникации. Вот оно, знаете, вот ну, настолько будет само собой все происходить. Когда вы начнете просто общаться, ну, вы просто не сможете наговориться. Вот ощущение будет, что вы уже 100 лет знаете эту женщину. Будет, знаете, хотеться все больше и больше ее видеть и слышать. Вы будете больше инициировать эти отношения, да, то есть приглашать на свидание, может быть, чаще будете звонить, писать. Но это будут такие очень теплые, а впоследствии очень страстные отношения, потому что эта женщина, несмотря на то, что она такая вот добрая, вежливая, да, такая скромная в каком-то смысле, но тем не менее, поскольку вы горячий человек, вы горячий как любовник, то, конечно же, интим у вас будет достаточно горяч, получите потрясающее удовольствие, Бобик будет визжать от счастья, потому что у многих из вас он уже ну реально заскучал и уже подзабыл все навыки. Поэтому
Здесь вы все вспомните, все навыки. Бобик будет просто обалдевший от счастья. С этой женщиной будут у вас такие ощущения, которых, возможно, даже не было раньше. Это какая-то, знаете, такая внутренняя, может быть, уверенность в себе. Это ощущение, когда, вот знаете, ну, ощущение полета, когда крылья вырастают за спиной. Конечно же, это от счастья, от влюбленности, от того, что будет взаимность с этой женщиной. Захочется самому ей все дать и помогать. Вот если это касается там, допустим, по дому что-то помочь, даже если вы в гости поначалу придете к ней, и вы будете ей что-то помогать, допустим, там ужин какой-то, да, приготовить. Когда она к вам будет в гости приходить поначалу, то, конечно же, она будет вам помогать. И как-то вот вы даже не будете просить друг друга. Это все настолько будет взаимно, настолько все будет в унисон у вас. Даже, возможно, вы будете в этом плане диву даваться, потому что у вас, может быть, даже такого не было, что женщину не нужно просить, она все видит, где что нужно помочь по дому, где что сделать. Ну вот, к примеру, да, вот чтобы вы понимали, о чем я говорю. Допустим, вот приходит она к вам в гости домой, видит, ну там, может быть, ну не очень убрано, там, либо нечего кушать. Она сама предложит: давай я тебе помогу убрать, давай я тебе там супчик, борщик или еще что-то приготовлю, да. Поэтому, ну, она такая вот домашняя, она хозяйственная, она классная. У вас будет много таких вот ночных прогулок, потому что и вы, и она, ну, как бы полуночники, совы, да, как их называют. Много будет таких вот романтических ночных прогулок. У кого из вас есть машина, вы будете куда-то ездить, и вот именно часто, почему-то даже темное время суток. Может быть, махнете куда-то на природу, я не знаю, может быть, на дачу махнете. То есть, возможно, кстати, даже по городу вы можете кататься на машине, вот если она у вас есть, да, потому что вот как, я сама, между прочим, обожаю, вот когда ночью выходишь в город, да, светятся все эти витрины, фонари, там дома, вывески, ну такая красотища, вот ночной город. Вот напишите, ребят, вы любите тоже ночной город или нет? Поэтому в этом даже вы тоже с ней сойдетесь. Что еще у вас с ней будет? Но то, что страстей хоть отбавляй, это даже не обсуждается. Знаете, эти страсти вот будут настолько вас выматывать, что порой будет казаться, что елки-палки. Вроде бы хочется еще, Бобик просит еще, а уже сил нет, уже устал, да, уже хочется отдохнуть, да, уже, как говорится, поспать некогда, потому что все хочется, знаете, вот получить это наслаждение и доставить это наслаждение этой женщине. По тузу кубков это отношения, ну, в принципе, я их уже описала, когда чувство, любовь через край, когда не можешь надышаться друг другом. И вот этот период, когда вы скучали, тосковали, когда было одиноко, но вам будет казаться, что неужели это было со мной, да, как-то это все так уйдет на задний план, вот ваша жизнь. Те, кто думали о своей бывшей, вот жалели, может быть, себя, кто ностальгировал о прошлом, кто вспоминал прежние отношения. Поверьте, вы их забудете в одночасье, тем более, что будет некое такое сознательное, либо подсознательное сравнение с прежней женщиной, то это вот новое, но она будет так выигрывать по всем параметрам. А главное, по человеческим, таким вот по душевным качествам. Здесь даже внешности я не беру, и, в общем-то, внешность для вас уже уходит на второй план. Для вас, вот знаете, чем старше вы становитесь, тем больше выходят на первый план все-таки человеческие качества, доброта, взаимность, да, помощь. Вот это самая такая женская теплота, женственность. Это то, что для вас на данном этапе самое важное в женщине. Да, конечно, хочется красотку всем, но для вас уже это становится второстепенным. Это когда-то вы могли там смотреть на внешность, на фигуру, там, на размеры и так далее.
Сейчас это уже второстепенно. Вы можете со мной поспорить в комментариях, если кому-то очень хочется. Но я говорю то, что я вижу о большинстве из вас. Будет сумасшедшая ревность к этой женщине, хотя она, в общем-то, поводов давать не будет, но тем не менее, вот это опять же, это тот самый привет из прошлого, когда вот эти вот, которые были в начале расклада, большие ветвистые, да, у кого они были, но это не дает вам покоя, все равно периодически вот эти страхи, сомнения, они будут возникать, и как бы вот хорошо не было в отношениях, почему-то некоторые будут накручивать себя и думать, хоть бы ее никто не увел, да, хоть бы там ничего такого подобного не случилось. Но, знаете, очень напрасны эти подозрения. Это женщина, которая искренне полюбит вас, а вы ее. И здесь не нужно будет опасаться, здесь не нужно будет переживать, что она там направо-налево пойдет. Ей достаточно хорошо будет с вами, плюс любовь. А вы знаете, что любой нормальный человек, когда он кого-то любит, но он не пойдет налево, ну никогда. Поэтому, ребят, не накручивайте себя. Это потрясающая женщина. Вот вам вишенка на торте. В принципе, вы можете быть даже семейной парой. И кто меня смотрит регулярно, вы можете даже заметить, что очень часто в раскладах, вот на какую бы тематику я ни делала расклады, все равно у нас выпадает, что у вас должна быть семья, как минимум гражданский брак. То есть одинокими вы не можете быть, ну никак, вот как бы вы ни сопротивлялись, у вас просто по судьбе идет семья и новая женщина. Поэтому Новый год вам принесет счастье в личной жизни. Маленький совет вам. Оглянитесь немножко вокруг, потому что те из вас, кто сейчас вот находятся в хаосе, о котором я говорил в начале расклада, вы можете просто даже вот не оглядываться по сторонам, вы можете не замечать знаки внимания, которые вам посылает Вселенная, либо же те знаки внимания, которые посылают вам женщины, которым вы интересны. Оглянитесь немножко, встрепенитесь, поймите, что жизнь продолжается, поймите, что насильно мил не будешь. И жить прошлым, это такой я не знаю даже как назвать, но это проигрышный вариант, ребят. Живите будущим, как бы тяжело не было, пытайтесь переключить свои мысли на будущее и на позитив. Вот если вас одолевают какие-то негативные мысли, сознательно сразу думайте о чем-то другом. Вспоминайте бывшую, думайте хоть и о погоде, о чем угодно, переключайте сознательно. Я уже много раз рассказывала про эту технику в своих видео. Повторюсь еще. Чем больше вы будете думать о бывшей, чем больше вы будете ее вспоминать, либо же там просматривать соцсети, ее фотографии, переписки, в любом виде вспоминать ее, вы все больше будете на нее подсаживаться, и вы так, никогда ее просто не забудете. А когда вот только вы вспомнили, там где-то что-то увидели, да, там фотографию, еще что-то, сознательно взяли, там переключились, вот о погоде, о детях, там о родителях, о ком угодно думаете. И постепенно вы ее будете забывать, и вы со временем поймете, как вам легче становится. Поэтому, ребят, позитивное мышление. Вы можете даже загуглить, вы можете в интернете почитать, что такое позитивное мышление. Мы притягиваем то, во что мы верим и о чем мы думаем. И порой, я думаю, и у вас были случаи, когда случалась какая-то магия и мистика, что о чем ты думаешь, пусть не сразу, конечно, это же не волшебная палочка. То есть вы думаете о чем-то хорошем, и впоследствии вы это получаете. Поэтому пробуйте, исцеляйте сами себя, вы свои хозяева. И, конечно же, я всем вам желаю поскорей встретить эту новую женщину в новом году и стать безумно счастливыми. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!